Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку просто роскошный, можно сказать, идеальный шоколадный бисквит на кипятке. Бисквит этот посредством получается очень бюджетным. Всегда он идеально поднимается вот с такой мелкопористой текстурой, вообще без дырочек. Нарезается он практически без крошек. Могу его только советовать. Этот бисквит шоколадный, но он нейтрален во вкусе, то есть он не забивает собой вкус всего торта. Готовится он очень просто и очень быстро. Итак, сначала подготовим все сухие ингредиенты. 460 грамм муки, 80 грамм какао-порошка, 20 грамм разрыхлителя для теста. Все это я перемешиваю и отставляю пока что в сторону. Потом будем так и так все это просеивать уже в жидкую смесь. 8 яиц среднего размера. Здесь у меня яйца немножко разбились так неаккуратно, но я думаю, что это понятно. Щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это взбиваю до состояния пены и добавляю туда сейчас 380 грамм сахара. Весь сахар добавляю сразу, не прекращая взбивания. И буду взбивать эту смесь примерно 5 минут. Не дольше. То есть все равно будем здесь с разрыхлителем выпекать. Главное, чтобы яйца вот здесь хорошо вот так уже поднялись, расшевелились. Этого достаточно для этого теста. Миксер у меня самый обычный, маломощный, 300 Вт. Добавляю сейчас туда 200 мл молока комнатной температуры и 200 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего дальше уже не взбиваю. Сразу отвечаю на частый вопрос в комментариях, можно ли здесь растительное масло заменять на сливочное. Если вы будете заменять, то у вас бисквит начнет крошиться при нарезании, другая совершенно текстура будет у бисквита. То есть я вот в данном рецепте не советую заменять. И чтобы потом в готовом бисквите не было запаха домашней выпечки, я всегда не подсолнечное использую, а именно рапсовое растительное масло. Хорошего качества, просто рапсовое масло. Выпечка ни в коем случае не горчит, ничем не пахнет, только смело могу рекомендовать. Вся производственная выпечка делается, как правило, только на рапсовом масле. Духовка у меня уже сейчас разогрета на 175 градусов Цельсия, потому что замешивается это тесто действительно очень быстро. И духовка уже должна быть разогрета к тому моменту, когда мы уже нальем тесто в формы. Всю сухую смесь просеяла в тесто, это нужно сделать обязательно, чтобы потом в готовом изделии у вас не было таких очень некрасивых белых вкраплений. И сейчас, когда я уже перемешала все это миксером, я лопаткой со стеночек посуды собираю остаточки. Еще раз прохожусь миксером буквально здесь полминуты. И все, тесто на данном этапе у меня подготовлено для того, чтобы вводить в него уже кипяток. И сейчас я вливаю в это тесто 160 мл крутого, только что вскипевшего кипятка. Вот это сделать нужно обязательно. Вот именно только что вскипела у нас вода, и сразу же вливаем в тесто. Как только ввели кипяток, сразу же нужно перемешать все это миксером. Иначе часть теста будет завариваться, и вы потом ничего с ним не сможете сделать. То есть на каждое яйцо здесь уходит по 20 мл кипятка. 8 яиц, 160 мл кипятка. Очень просто здесь высчитать. Тесто будет вот таким жидковатым. Опять же сейчас собираю все это со стеночек посуды. Это нормально, так и должно быть. То есть тесто здесь не должно быть таким плотным в этом бисквите. Но бисквит будет просто необыкновенным. Здесь у меня две формы, 21 см в диаметре. Формы без дна, то есть это кондитерские кольца обычные. Я их застилаю фольгой. Очень удобно приобрести такие кольца. Вы потом сможете выпекать торты очень разных диаметров, имея всего лишь одно кольцо. И собирать потом в этих же кольцах. Выпекаю я эти бисквиты сейчас при температуре 175 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции на среднем уровне. Примерно это в моей духовке 55 минут, вот эти две формы. Духовку во время выпечки я не открываю. Смотрите, когда у вас уже поднялась серединка и не опускается минут 15, потом вы уже сможете проверить это деревянной шпажкой. Когда шпажка выходит сухая и чистая, бисквит готов, можно доставать. Итак, мои бисквиты испеклись, я их достала из формы, проверяю для вас шпажкой, она сухая и чистая. Я дала сейчас бисквитам полностью остыть в формах, то есть до комнатной температуры, и сразу же я их извлекаю сейчас из формы и могу их сразу нарезать на идеальные коржи. То есть этот бисквит, он не требует отдыха в холодильнике.
То есть как только он у вас остыл до комнатной температуры, даже, скажем так, до теплого состояния, его сразу же можно брать в работу и сразу же, ничего здесь не ожидая, собирать с ним торт. Шоколадные бисквиты всегда вот такого плана тяжелые, и так как мы выпекаем 2 формы сразу, времени, конечно же, нужно побольше. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях, почему мы это не выпекали в одной форме. Это можно выпекать, но у вас начнет подсыхать очень сильно дно, боковинки, а серединка будет очень долго не пропеченной. Поэтому лучше всегда выпекать в 2 формах. И это же количество теста мы можем использовать также для диаметра формы 26 сантиметров. И тогда уже выпекать, естественно, в одной форме у вас получится также 3 вот этих больших по 26 сантиметров в диаметре и вот такой же высоты коржа. Посмотрите, как идеально нарезается этот бисквит. Он нарезается практически без крошек. Тонкопористая текстура у бисквита. Нет крупных дырочек даже в шапочках у этого бисквита. Сами шапочки нежнейшие получаются. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Этот бисквит превосходно можно замораживать, обернув его обязательно пищевой пленкой. Пару недель он будет прекрасно у вас храниться в морозилке. Вы посмотрите, какой он мягкий. Даже на боковинках, где кажется, что он должен быть очень сухой, он просто мягчайший, этот бисквит. Нарезаю уже второй бисквит. Та же самая текстура, то есть при вас я все это показываю. Идеальный просто, он бюджетный. Этот бисквит не доминирует собой во вкусе торта. Есть такие бисквиты, которые вот очень сильно доминируют во вкусе торта. Вот этот он просто дополняет как такой нейтральный шоколадный корж. Цвет бисквита здесь будет зависеть напрямую от качества того какао-порошка, который вы будете использовать. Я использую совершенно обычный, неалкализованный какао-порошок. Вот тоже отвечаю на вопрос в комментариях. Отвечаю на следующий частый очень вопрос в комментариях о том, чем нарезать такие бисквиты. Конечно же, можно и ножом нарезать, и кондитерской струной, как у меня, и ниткой можно нарезать, все, чем вам нравится. Я нарезаю более профессионально вот такой кондитерской струной, чтобы уже наверняка. И если вы будете выбирать струну, выбирайте ее хорошего качества. Здесь я немножко рукой повела в бок, и у меня остались 2 таких бугорка. Смотрите ножом, как он идеально свежевыпеченный бисквит срезается. И вы посмотрите, какой он нежнейший. Он тает буквально во рту, его можно просто есть как самостоятельный десерт. Благодаря рецептуре и способу приготовления этого бисквита он получается таким сочным, влажным на вкус. И в качестве начинки для таких йогуртовых, сливочных тортов такие коржи даже не требуют, в принципе, и пропитки. 6 коржей у нас получилось. Высота 10 сантиметров получится у этих 6 коржей. 21 сантиметр были формы. Готовые изделия у нас 20,5 сантиметров. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.